Это, наверное, один из самых известных югусов, да, вот эта серия, которая у них идет, зелененькая, X2 был, потом X3 был, потом X3 Pro, ну, вернее, они были X2 Pro, X3 Pro, потом был X4 Pro, потом X4Q Pro, а это вот X5M Pro. Вот такой вот прикольный ТВ-бокс. Да, этот ТВ-бокс прикольный. Я изначально говорил, что югусы делают вещи. На M-Logic S905, X5M, да, новенький, с ИИ улучшением, имеется в виду, это вот этим вот iMlogic Super Resolution, это который 4К апскейлер, и он действительно работает. Тут есть еще один момент. Тут Wi-Fi модули, которые давят по 600 мегабит, Wi-Fi 6, гигабитный LAN, и даже в 2.4 до 300 мегабит поднимается в 2.4 диапазоне. И при этом всем здесь можно смотреть практически любой контент, вообще любой без ограничения, потому что мы здесь можем сделать все. Полная кастомизация, чистый Android, с чистым Play Market, Android 14, LPDDR4 память, 4х32 формула памяти. И я вам скажу, вот эта вот Югус серия вот этих вот зеленых коробочек, да, здесь нет DRM-L1, но все, допустим, стриминговые сервисы, которые самые простые, не говорю про Netflix, работают отлично. И вот эти вот коробочки, это всегда было идеальным соотношением цены и качества. То есть, если брать уже там что-то серьезное, то там Югус SK1, там, да, 928 просто, мать его, там какая-то сумасшедшая производительность. А вы думаете, этот будет показывать как-то по-другому? Да, там есть Dolby Vision, здесь есть HDR, HDR10+, есть HLG, все это адаптивность со всеми типами автофреймрейта, есть Samba сервер, CIFS клиенты, NFS клиенты. Короче, если я начну все это перечислять сейчас, вы скажете, иди отсюда, зануда, нафиг, и не надо нам больше рассказывать, мы выключим. Нет, ребят, ТВ-бокс действительно крутой, при том, что здесь-то пулькит UR02 от Югус с программируемыми инфракрасными кнопками, но это вы все сейчас на распаковочке увидите. Что интересно, компания развивается, компания стабильная, со стабильными обновлениями. Я уже, когда получил первый образец, он был на первой прошивке, сейчас уже 1.10 прошивка и будет расти, при этом цена будет на него падать однозначно и будут появляться его модификации. Покупать ли его, менять ли X4Q там, или X4, я не вижу смысла. Если покупать как первый Югус, о да, вы получите интересный опыт. Все типы автофреймрейта приведут вас в восторг. Его стабильность приведет вас в восторг, его быстродействие приведет вас в восторг. И даже фирменный вот этот вот Югус Launcher, да, который там оболочка в Android TV стиле, она тоже имеет свой шарм. Это не для любителей сертификатов, это не для любителей Netflix, это для любителей определенного просмотра контента. Вы все прекрасно понимают, о чем я говорю, о том, о чем я в YouTube сказать не могу, потому что здесь это будет без ограничений. В общем так, сейчас мы с вами подписываемся на наш канал, нажимаем колокольчик, переходим, распаковываем, ссылки в описании под видео, а потом мы с вами его тестируем и, конечно же, делаем выводы. А знаете, что я сейчас держу в руках? X5M Pro. Это Югус. Смотрите, все очень просто лаконично. SPDIF, USB разъем для TF-карт, есть HDMI, USB 5 вольт под Type-C, есть OTG USB-A тоже, и есть LAN RJ45 на 1000 мегабит. Он очень похож на X4. В комплекте идет с пультом UR02, Bluetooth с голосовым поиском, при этом еще программируемые инфракрасные кнопки, кастомизируемая кнопка меню, есть блок питания 5 вольт 2,5 ампера и HDMI кабель, который, честно говоря, даже доставать не буду. Слушайте, интересный комплект вот в такой коробке. Я готов уже пойти его настроить и тестировать дальше. Начнем с Алиэкспресса и цены. $98, на старте продаж всегда дороже, а если вы закупаетесь на aliexpress.com, то, пожалуйста, там в описании под видео есть для вас промокоды, при этом прикольные, с хорошей скидочкой, и будет вам счастье. Но она будет дешевле, идете, узнаете цену на момент просмотра этого видео. Просто я пока на старте продаж его смотрю, и, конечно же, я думаю, что цена его опустится буквально там через недели-две после старта продаж. То, что это Югус, сомнений нет, потому что если посмотреть на сайте, то вот он на фирменном сайте Югус. И что же они заявляются? Так, поддержка AISR пресловутого, да, там поддержка у нас там
1000 мегабитного лана. Давайте посмотрим, что тут должно быть поинтереснее. Тут в самом низу, да. Android 14, хорошо, LPDDR4, 32 гигабайта eMMC, есть у нас поддержка CIC AV1, Wi-Fi 6 Tutti-Tuar. Слушайте, а прикольно, это все-таки iMlogic S905X5M, 4-ядерный, Cortex A55 по 2,5 ГГц и у нас Mali G310V2 видеоускоритель. Это еще не все, они не написали, что здесь есть DRM L1, а он есть. Bluetooth 5.4, LAN 1 гигабит. Слушайте, ну, в принципе, тут все. Вот AISR мы видим здесь, это 4К апскейлинг. И, в принципе, тут вопросов тоже не должно быть. NFS клиент, CIFS клиент, это для работы с NAS. И есть Yugus Remote Server. Наверное, мы в этом обзоре даже попробуем его, потому что я давно не делал. На Yugus AM9 как-то пропустил, а здесь вот давайте... Посмотрим сейчас. HDMI C Control. И у нас пульт, кстати, UART02. Но это мы уже на распаковочке видели. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас на самом интерфейсе дальше. Интерфейс Yugus Launcher стандартный, да, вот с каналами рекомендаций. Все хорошо, все красиво. У нас голосовой поиск работает в варианте глобального Katniss, либо в варианте uSearch, да, по приложениям, которые поддерживают. Настраивается это обычно в самом меню. Теперь дальше. Все эти каналы рекомендаций можно перемещать, можно удалять, можно все, что хотите делать. Делали мы тут на нем, смотрели все, что угодно. Но вот меня интересует изначально AIDA 64. Чем же он отличается вообще от AM9? Давайте посмотрим. Мы видим, что это Yugus X5M. Теперь меня интересует центральный процессор, 32-битная система, в отличие от Yugus AM9, там 64 бит, там и процессор другой, да, X5 полный, полноценный, да, 2,5 ГГц, 4 ядра, за отображение Mali G310 отвечает, 4К у нас, следует отметить, интерфейс, и коннект у нас сейчас 1200 мегабит, попробуем обязательно протестировать. Android 14, конечно же, есть у нас root, ну, сейчас рута нет, он отключен, но я покажу, что его можно включить. Теперь температура. Есть доступ к температуре очень хорошо, обязательно проверим. И по кодекам. Меня интересует, знаете, какой вопрос? Тут же отличие. У X5 есть кодек специально VCC, который отвечает за 266. Здесь 266 нету, поэтому он и дешевле, в принципе, да. Есть VP9 аппаратный, я вижу. Есть, ну, стандартный MPEG-4, 256, AVC, AV1, VMV3 есть. И что еще есть? VC1, ну это такое устаревшее. AVS2, то есть смотрите, в чем разница. AVS3 есть на 905X5, это в AM9, и есть тот же самый 266 на 905X5, на Yugus AM9. Но я вполне удовлетворен за эту цену, прям вот топчик получается. Давайте дальше смотреть. И тут уж мы сразу начинаем с мультимедийных возможностей. Мы начнем конкретно с HLG проверки 4К, HLG. Вы слева видите температуру, можете наблюдать весь процесс тестов. Тут вообще вопросов нет. Очень интересно, что у нас есть поддержка скорости. Это хорошо. HLG, кстати, вы видели, вставку отработал. 4К он отрабатывает идеально без дропов. Я могу включить статистику для сисадминов и перезапустим для того, чтобы убрать стартовые дропы. Хотя, наверное, их здесь и так не будет. Вообще идеально. Вообще идеально. С коннектом 100 мегабит на YouTube. Здесь будет любой ролик проигрываться без задержек. А ну давайте AV1 кодек попробуем. Ну здесь у нас VP9, вы увидите на вставочке AV1 с коннектом 130 мегабит. Да ладно, хорошо. Все идеально. Вот 4К 60 FPS. К YouTube вопросов нет вообще. По двойному тапу на домик мы можем закрывать недавние приложения. Дальше мы начали проверять подключенный жесткий диск. Мы видим, что он видит все файловые системы, которые мы там, в принципе, можем использовать для TV-бокса. Это exFAT и NTFS. Универсальное такое себе решение. Он спокойно проигрывает с внешнего жесткого диска огромные высокобитрейтные файлы. Вот эти вот 4К, LG New York 4К, там, кстати, битрейт под 80 мегабит, и вот вопросов нет. HDR10 отработал тоже. Температура при проигрывании таких файлов 60 градусов, идеальная, при этом она падает до 59. По поводу звука у нас есть и Dolby True HD, как мы понимаем, вы видите сейчас вставочку, да, и Dolby Digital Plus. При этом ребята у нас подтверждают проброс Dolby Atmos через Dolby True HD. У нас есть DTS HD Master Audio.
Все это мы видим на нашем ресивере. Мультимедийно, конечно же, у нас нет здесь Dolby Vision, но он и не предусматривает его. 266 кодек, конечно же, не проигрывает. Это было глупо ожидать, что он его проиграет. Высокобитрейтные каналы через OTT сервиса проигрываются без проблем. Это Full HD потоки. Пожалуйста, мы спокойно там переключаем. Мгновенное переключение. Смотрите. Мгновенное абсолютно. 59 градусов при проигрывании таких потоков. И что я вам могу сказать? Что проигрывание любых украинских сервисов, ну, по крайней мере, да, к которым у меня есть доступ, Свит ТВ, Nexon, Megogo и тому подобное, проигрывают вообще без вопросов. И получается, что по мультимедийности данный TV-бокс, ну мы сейчас пройдемся еще по настройкам, конечно же. Я вам сейчас хочу одну вещь показать. Дело в том, что если посмотреть в опциях, мы видим, что у нас есть все автофреймрейты, короче, ну грубо говоря, автофреймрейт через Google. Сам по себе TV-бокс оснащен автофреймрейтом через iFair Calc, через кнопку и тому подобное. Плюс здесь есть еще и VRR, QMS. Что касаемо мультимедийности, мы давайте уже заканчивать тесты, потом пойдем на системщину. Если брать в настройках устройства, в экран и звук, есть расширенные настройки экрана и в настройке воспроизведения, то у нас, конечно же, адаптивный HDR здесь все. И мы здесь перейдем с вами, если мы активируем в дополнительный, у нас есть iMlogic супермасштабирование. Это AISR, так называемый. Видите, ИИ масштабирование высокий, и он действительно работает. Подхватывает от 480p на 720 на 1080 тоже в коде, по крайней мере, есть. В самом коде мы видели. И при проигрывании, ну, вы сейчас видите вставочку, да, пожалуйста, AISR работает без проблем, спокойно подхватывает и лучше, чем на каких-то там рок-чипах. Ну, конечно, он примерно такой же, как на Realtek, вот такой же, как примерно на Mi Box. То есть они абсолютно одинаковые. Вот, что на Mi Box одинаково, вот я тот же сэмпл прогоняю через этот TV-бокс, вообще абсолютно идентично. Также работает, как и у Yugus AM9. Перед тем, как идти уже в меню, клацать, чего-то изучать, давайте фирменный тротлинг-тест проведем, потому что я должен понимать, какая температурка все-таки тут будет. Стартуем тротлинг-тест и немножечко ожидаем. Для меня пройдет 15 минут, для вас буквально пару секунд. Вернемся. Идеально. Смотрите, полностью зеленый график. У нас, смотрите, полностью температура была 67 градусов. Это идеальнейший показатель. По тротлинг-тесту не то что замечаний, вообще ничего нет. Что, в принципе, и требовалось доказать. Югус всегда радовал своей технической оснасткой. Теперь у нас остается из системщины проверить Wi-Fi. Сейчас проверим очень четко наши сетевые модули. Как же неудобно печатать. А вот здесь вот мы будем использовать с вами Yugus Remote модуль, да, вот этот вот сервер. Давайте включаю запись экранчика, значит, запись и включаем Yugus, видите, подключиться по Wi-Fi. А вот мы видим X5M, вводим код подключения 41289, шикарно все сработало. И что я могу сделать? Вот видите, у меня есть тачпад, я могу, в принципе, видите, пользоваться как мышкой, это очень удобно. Теперь могу показать клавиатуру там и ввести сюда, например, адрес, который мне нужен для тестов. 192.168.31.228, двоеточие 3001. И делаем вот так вот, отправить. Все, ребята, все. И просто-напросто давайте проведем тест. Кстати, на самом Yugus сервере можно листать страничку, да, как вот сбоку экрана. Давайте стартуем. Это Wi-Fi 5 ГГц. Я прям загорелся вот здесь проверить. И мы здесь на Wi-Fi 5 ГГц. Слушайте, что за цифра вообще? 560 мегабит. Это шикарный Wi-Fi. 570. Это на загрузку. И на выгрузку сейчас посмотрим. У нас 300, 400 мегабит. 568 на 400. На секундочку. Сейчас 4 ГГц, ой, 2,4 ГГц проверим. 568 на 407. Ага. Я вам скажу, это очень хороший результат. Давайте по Wi-Fi. Ну, раз уже в меню лезем, то будем в меню, в принципе, и рассматривать. А знаете, что еще на Yugus сервере можно? Давайте 2,4. О, а давайте сюда парольчик сразу вставим. Блин, как же охренительно это все дело работает. Такой раз.
И все, и парольчик у нас уже есть. Так, подключились. Смотрите, так, переключаемся на наш тест. Обновляем страничку. И давайте 2,4 диапазон тоже потестируем. Стартуем. А ну, удиви меня. 170, 100, 200. Подождите, это 2,4? Это точно 2,4? 300 мегабит. Сейчас это... В Pro серии. В X5M. В X... Как? Вот на отдачу верю. Вот здесь средний показатель. Но на отдачу не ориентируйтесь, потому что сильно загруженный у меня сейчас 2,4. Во-первых, у меня работает много донглов. И обычно на отдачу здесь интерференция идет. Но это охренительный результат. Давайте LAN RJ45 попробуем. А ну-ка, подключаем LAN. Опа. Сейчас посмотрим. Сейчас увидим. Подключился, не подключился, вверху в строке. О, есть, видите, значок LAN появился. Обновляем. И смотрим. Здесь чистый 1000 мегабитный LAN. 700-800 на загрузку. А ну давай, 900 покажешь? 900. Для любого типа контента, для организации, допустим, своего самбо-сервера на этом ТВ-боксе это возможно тоже. Для подключения к NAS серверам, для организации медиатеки какой-то вообще идеально подходит. По модулям вообще вопросов нет. Слушайте, прям суперово. Хорошо, отключаем LAN RJ45, при том, что, как мы видим, и хромчик работает. Слушайте, ну раз уж мы зацепились Югур сервером, то у нас здесь есть и зеркалирование экрана, видите. Мы здесь можем увидеть экран ТВ-бокса, мы можем его сюда, грубо говоря, кастить с ТВ-бокса на смартфон. Воспроизвести видео, показать галерею изображений, установить приложение на устройстве, голосовой поиск и даже джойстик у нас есть, вы поняли? У нас есть, а вот, кстати, он управляется, джойстик прямо в Югус сервере. То есть это прям топовая вещь. Вы поняли, можно поиграть, если у вас там есть какие-то игры. Я прям воспользуюсь. Так, выключаю запись экрана, чтобы он никого там не мучил, не мешал. И пойдем уже по менюшечке полазим. Тут очень интересно у нас получается. По сети мы уже с вами поняли, с аккаунтами вопросов нет. А вот настройки устройства, об устройстве мы видим X5M на 14 Android. Кстати, это базовая версия прошивки 1.1.0, она будет развиваться. Это только начало. Так, входы. HDMI цик работает идеально, с управлением громкостью, со всем чем угодно. Клавиатура автозаполнения это нас не очень интересует. Есть менеджер кнопок Remapper встроенный, есть кнопки меню. Вот эта кнопка меню, ее можно кастомизировать на 4 нажатия на различные моменты. То есть можем открывать настройки, спящие режимы, перезагружать, сделать снимки экрана, автофреймрейтом управлять. Есть управление USB, где мы можем, видите, выбирать режим USB host либо OTG, отладку по USB здесь включать. И также есть управление мышью, можем менять курсор. Доступ к микрофону есть и доступ к камере. Можете сюда подключить какой-то чистый Android по факту, можете сюда подключить любые какие-то там мессенджеры поставить и пользоваться этим всем делом. По разделу экран. Экран, ну, мы здесь видите, здесь нет 120-100 Гц, это прерогатива QMS VRR, но он есть на наших телевизорах, мы тоже это все видим. Можно положение менять, ориентацию, масштабирование текста и дошли до автофреймрейта. Югусы традиционно оснащены всеми типами автофреймрейта. Базово 3, но теперь их 4. Теперь смотрите, кроме того, что есть автофреймрейт через API Google, есть автофреймрейт через VRR QMS. Если ваш телевизор поддерживает не обязательно VRR, сразу говорю, с VRR не работает, чисто нужен еще QMS. Есть AFR калик по кнопке, есть принудительный во всех приложениях. То есть здесь всегда есть очень тонкие настройки. В расширенных настройках экрана мы с вами, вот многие тут один написал комментарий: ахаха, 25-й год, 8 бит, ты, наверное, дебил, извините за выражение. Вот, это всего лишь цветовой режим моего устройства, к которому подключен ТВ-бокс. Да, в таком профиле пишется для YouTube. Если подключить к 12-битному телевизору, он выдаст 12 бит. Это вот этому комментатору я именно адресую, потому что, ну, там у человека просто в голове каша. Теперь дальше. Больше тут нас ничего не интересует. Звук через HDMI, по звуку мы уже видели. Панели интерфейс. Как мы видим, есть системные панели, информационные панели. Ну, вы сейчас одну из них видите, да. Есть у нас внизу, в принципе, панель управления. Есть приложение голосового
поиска у нас сейчас U-Search, можно установить Katniss. По питанию. У нас есть различные кастомные управления питанием, не так как на других ТВ-боксах. Можно будить от движения, допустим, мыши или других устройств. При подаче питания мы выбираем, что делать. Либо сон, либо выключиться, либо сохранять последнее состояние. Режим максимальной производительности можно включить. То есть нас это вот все абсолютно не морочит. Это все здесь есть. Суперпользователь. Ну, Magisk можно дальше, я просто не устанавливал, дальше не лез. Я посмотрел, что он работает. Кстати, есть тут родительский контроль. Немаловажный аспект — это то, что у нас есть паролирование, есть у нас тайм-аут пароля, то есть есть заблокированные приложения под пароль, очень классная вещь, и заблокированные даже каналы рекомендаций под паролем. Дальше в системе мы можем еще с вами увидеть, меня интересует, знаете что, в хранилище наличие Samba сервер, CIFS клиент, Samba сервер, если мы, например, видите, у нас подключен сейчас NTFS диск и exFAT диск, мы можем включить и потом из сети получить доступ прямо на TV-бокс к этим дискам. То есть это очень удобно, то, что вы с компьютером можете, грубо говоря, можете его использовать как мини какой-то NAS, да, там, это, конечно, такое примитивное использование будет, но он может через NFS клиент подключаться к серверам, через CIFS клиент подключаться к серверам, например, тем же самым NAS. Очень-очень все классно сделано, мне нравится реализация, то есть Yugus развивается, кто не знает. Еще с Yugus X2, X2 Pro — это мои любимые ТВ-боксы. Именно вот эта серия, маленькие, работают и очень много положительных отзывов. Не мог не поиграть во что-то, чисто вот что-то загружу, хотя это вот не для игр, 32-битная система, само собой. Я ж не подключил, господи, не подключил свой любимый геймпад. Так, использую геймпад GameSear T4 Pro, можете использовать Yugus сервер геймпад, он тоже работает. Какую-нибудь одну игру, блин. Мне достаточно одной игры, одной из моих... Давайте в тачки. Мне интересно, кстати, танки тут работают? Объясню. Дело в том, что, я не обещаю, что они будут работать постоянно. Но то, что танки Blitz сейчас работают не на всех ТВ-боксах, это факт. Вот на Yugus AM9 работает, на Realtek 1325 ТВ-боксах работает, в частности, там на Nexon X11, на Rocktech GX1. И это все Android TV боксы, да, там, то есть чистый ТВ бокс, это вот Yugus AM9, Yugus SK1 и Yugus X5M, это то, что я могу подтвердить. Сейчас мы, во-первых, должны активировать здесь геймпадик, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Не, текстуры мы сейчас не будем загружать. Так, выбираем управление геймпад, геймпад появился, давайте в геймпад главное меню. Все, поддержка геймпада есть, и стартанем просто чисто в танчики поиграем. Обычно, когда он заблокирован, уже в меню черные танки появляются. Главное следить за температурой. Играть, конечно же, здесь можно в Android TV игры. Я не скажу, что это подходит для PUBG, например, там какого-нибудь. Нет, это не для PUBG, с учетом того, что здесь, сколько там, 162 тысячи в Antutu. Смотрите, танчики спокойненько пошли на минимальных настроечках. Пошло-поехало, можно поиграть. Ты, Андрей, сейчас нарвемся на кого-то. Быстренько сольемся. Давайте. Слушайте, а с геймпадом вообще удобно. С геймпадом вообще-то удобно, Опа, переключили. Давай, иди сюда. Камон. Что я нафига я переключил эти? Тудух. Есть. Давай. Двигатель повредили, гады. Какие вы гады? За что вот двигатель-то, а? Что вам мой двигатель-то сделал? Кстати, с геймпадом реально удобно играть. Ах ты так подступно. На тебе тогда так сразу. На. Я тут промахнулся, но танчики играют стабильно. Нагрева я не вижу. 59 градусов, 58 градусов в танках. Это вообще отлично. Готов пройти и сделать выводы. В качестве выводов скажу, люто плюсую, классный ТВ-бокс, обалденный, мне очень сильно нравится, вот прям зашел. Один из моих любимых, вот как было с Yugus X2 Pro, вот все, вот Yugus X5M, вот этот вот Pro, он тоже один из моих любимых в этой серии. Он войдет обязательно в наш топ ТВ-боксов, рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.